Волк вцепился в штанину старого охотника и силой тащил его прочь от зимовья. Дед матерился, бил зверя палкой и был уверен — это нападение. Он подумал, что волк пришел его убить. Он даже не подозревал, что через несколько секунд поймет страшную правду. Зимовье стояло в низине уже 30 лет. Василий Петрович знал каждую щель в его стенах, каждую скрипучую половицу. В тот день он вышел на крыльцо с кружкой кипятка. Утро было тихим, туманным, вязким, как молоко. И вдруг из белесой пелены вышла тень. Большой серый волк. Не худой, не облезлый, крепкий, матерый. Он шел медленно, не крадучись и не рыча, просто смотрел. Василий Петрович замер. До ближайшей деревни десятки километров. Ружье внутри. Сердце стучало глухо и тяжело. Волк подошел почти вплотную и вдруг ухватил зубами штанину. Старик отшатнулся, но зверь не рвал, не кусал. Он тянул, настойчиво, силой, всем корпусом подаваясь назад, прочь от зимовья к ельнику. «Ты что, ошалел?» — выдохнул Василий Петрович. Волк снова потянул, потом еще. Не агрессия, упрямство, почти требование. Старик попытался выдернуть ногу. Не получилось. Зверь был силен. Тогда он сделал шаг вперед, просто чтобы не упасть. Волк тут же отступил, продолжая тянуть. Они двинулись рывками. 10 метров от крыльца, 20, 30. Василий Петрович уже собирался развернуться и пойти обратно, как под ногами что-то глухо хрустнуло. Земля дрогнула. Он обернулся. Левый угол зимовья медленно, тяжело оседал вниз. Сначала треснула балка, потом стена пошла перекосом. С крыши посыпался снег. Раздался глухой протяжный треск, и вся сторона дома провалилась, словно под ней открылась пустота. Еще минута, и он стоял бы на крыльце или внутри. Василий Петрович похолодел. Он перевел взгляд на волка. Тот больше не тянул. Стоял в нескольких шагах, тяжело дыша. В глазах ни злобы, ни страха, только внимательное спокойствие. И тогда старик вспомнил. 10 лет назад, поздней осенью, он нашел в лесу крошечного волчонка. Мать лежала рядом, убитая браконьерами. Волчонок был обморожен, почти не дышал. Василий Петрович принес его в зимовье, отогрел, выпаивал теплым молоком, лечил воспаленные лапы. Месяц звереныш жил у него под лавкой, а потом ушел в лес, без ошейника, без клетки. Просто ушел. Василий Петрович никогда не был уверен, выжил ли он. Теперь сомнений не осталось. Волк сделал шаг назад, потом еще один. Не спеша развернулся и двинулся к ельнику. У самой кромки леса остановился, обернулся и исчез в тумане. Старик остался стоять среди тишины и оседающей пыли. Зимовья больше не было. Если бы он остался внутри, его бы придавило балкой или затянуло в провал. Весенние воды подмыли грунт, образовалась пустота. Он бы не выбрался. В этих местах зимой не кричат, тут замерзают. Василий Петрович медленно сел на поваленное бревно. Руки дрожали, не от холода, от понимания. Он спас когда-то беспомощного звереныша, а сегодня взрослый волк вернул долг. Без слов, без благодарности, без свидетелей. Только лес, туман и один человек, который теперь точно знал, в тайге ничего не забывается. Ни зло, ни добро.